Всем привет! Сегодня вяжем с вами тигра. Наконец-то я закончила схему. Очень долго, конечно, работала над этим тигром. Вот такой вот тигр должен у нас с вами получиться. Конечно, он мне больше напоминает волка, нежели тигра, так как цвет пряжи такой. У меня просто нужного цвета нет. Вот если у вас есть рыжий там цвет, ну, который подходит больше для тигра, выбирайте этот цвет и вяжите вместе со мной с нужной пряжей. Значит, все, что касается пряжи, цвет пряжи, который я выбрала, если вдруг вам это интересно, вот, глазки, размер глазок и все, что нужно для этого тигра, я напишу в описании под этим видео. Так как пряжа у меня были остатки этой пряжи, я, естественно, этого всего не показываю на камеру, потому что не эстетичный вид. Вот, все будет под описанием, в описании под этим видео. Значит, и размер тигра, и все. Итак, значит, мы с вами начинаем вязать нашего тигра. Вяжем мордочку. Набираем 9 воздушных петель, цепочку из 9 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка, мы провязываем 7 столбиков без накида. В последнюю петелечку мы провязываем 3 столбика. Далее с противоположной стороны вяжем 6 столбиков. И в последнюю петелечку мы провяжем 2 столбика. И в ряду у нас 18 столбиков. Берем нить контрастного цвета и продолжаем вязать. Дальше, второй ряд. Вяжется у нас так. Прибавка. 1 столбик. Далее мы делаем 4 прибавки подряд. И 4. Затем 1 столбик. Далее делаем 3 прибавки подряд. Дальше вяжем 6 столбиков. И 2 прибавки подряд в конце. Во втором ряду у нас 28 столбиков. Третий ряд. Столбик, прибавка. Далее 3 столбика. 3. Затем вяжем 4 прибавки подряд. Дальше 3 столбика. Затем прибавка столбик, именно начинаем с прибавки. Прибавка столбик, повторяем 3 раза.
2, прибавка, столбик 3. Так как тут у нас мы начали столбик и прибавка, то есть прибавка ближе к центру, соответственно, здесь, чтобы одинаково было, чтобы не смещались у нас прибавки в сторону. Далее 6 столбиков. И столбики прибавка, тут уже со столбика мы начнем эту сторону. Повторяем 2 раза. Так, начинали мы столбики прибавка. Так и заканчиваем столбики прибавка. Значит, в третьем ряду у нас 38 столбиков. Четвертый ряд. Так, 2 столбика и прибавка. Затем вяжем 14 столбиков без изменений. Провязали. Дальше прибавка и 2 столбика. Повторим 3 раза. Прибавка, 2 столбика, второй раз. Прибавка, 2 столбика, третий раз. Далее вяжем 6 столбиков. Дальше 2 столбика и прибавка. Повторяем 2 раза. Два столбика и прибавка. В четвертом ряду у нас 44 столбика. Пятый и шестой ряд вяжем без изменений. 44 столбика. Вот немного вырисовывается мордочка. Теперь седьмой ряд. Так, 3 столбика без накида. Прибавка. Далее вяжем 14 столбиков. Теперь прибавка и 3 столбика повторим 3 раза. Прибавка. Раз, 3. Второй раз и третий раз. Раз, 3. Дальше вяжем 6 столбиков. И дальше 3 столбика и прибавка. Повторяем 2 раза. Раз, 2, 3. Прибавка. В седьмом ряду у нас 50 столбиков. 8, 9, 10 и 11 ряд, с 8 по 11 ряд вяжем без изменений 50. 12 ряд, 3 столбика и убавка. За передние стеночки петли. Дальше вяжем 14 столбиков. Дальше убавка сначала, затем 3 столбика, повторяем 3 раза. Раз. Дальше вяжем 6 столбиков. И 3 столбика и убавка повторяем 2 раза. Теперь мы провяжем, опять вернем то количество, сейчас у нас в ряду 44 столбика. Теперь вернем опять то же количество, которое было, то есть провяжем 3 столбика и прибавка. Затем вяжем 14 столбиков, потом прибавка 3 столбика, повторим 3 раза,
затем вяжем 6 столбиков и 3 столбика и прибавка повторяем 2 раза. То есть повторим мы 7 ряд точно так же, как и мы вязали. Это делается для того, чтобы здесь мы сузили немножечко, чтобы придать форму щечкам. Ну вот этих вот боковым щечкам. Вот. А дальше уже мы выравниваем мордочку. Провязали 13 ряд, в 13 ряду 50 столбиков. Теперь 14 ряд вяжем без изменений, 50 столбиков. Вот такая мордочка получается. На этом этапе, конечно, можно было остановиться, но мне бы хотелось, вот когда будем пришивать морду, чтобы она не отделялась от головы, как бы, чтобы она не была отдельной, вот, а более сливалась с головой в единое, хотя бы немножко целое. Мы провяжем еще 15 ряд. Вяжется он так: столбик и прибавка. Повторим 25 раз, то есть до конца ряда мы будем вязать так: столбик, прибавка. И так у нас будет 25 повторений. Столбик, прибавка. Ну вот, теперь все. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и отрезаем ниточку достаточную, чтобы нам хватило пришить. Можно обвернуть 3 раза. Так, тогда уже наверняка хватит. Так, это мордочка. Теперь будем вязать нижнюю губу. Нижняя губа. Набираем цепочку из 11 воздушных петель. И со второй петли от крючка вяжем 9 столбиков без накида. В последнюю петелечку провязываем 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 8 столбиков. Я берусь за краешек петли. Серединку оставляю, чтобы не было дырки. И в последнюю петелечку провязываем 2 столбика. Вот в ряду получилось 22 столбика. Теперь берем маркер, чтобы не потерять именно где начало, маркировочную, контрастную нить, вернее. И вяжем со 2 по 10 ряд без изменений 22 столбика. Вот когда будете вязать по краям, старайтесь немножечко натягивать, потому что там, так как у нас нет прибавок во втором ряду, у нас там будет ниточка натягиваться. Чтобы петля получилась небольшой, стягивайте немного ее. Тут вот где-то посерединке. Вяжем, значит, до 10 ряда. Вот провязали, складываем пополам и смотрим, где у нас закончился ряд. Нам надо, чтобы он закончился на углу, поэтому недостающие петельки довязываем. Мне тут надо довязать всего лишь 1 петлю. Теперь наполняем буквально немножко и будем связывать оба края вместе. Сильно, чтобы не выпирал подбородочек. Можно еще чуть-чуть. Вернее, губа, чтобы сильно не выпирала. Но вот такой толщины будет достаточно. Вот в основном наполняем именно вот часть третью. И связываем столбиками без накида оба края. Вот, у меня получилось 10 столбиков. Также оставляем ниточку, оставляем столько. Мы будем пришивать не только эту часть, но еще и по бокам. Поэтому оставляем так, чтобы хватило нам пришить.
Дальше будем вязать ушки. Ушки у нас будут состоять из двух деталек, внутреннего и наружного уха. Внутреннее ухо мы вяжем белым цветом, наружное ухо вяжем основным цветом. Вяжутся обе детальки одинаково. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Пять и 6. Стягиваем колечко. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок подряд. Второй ряд у нас, значит, 6 прибавок подряд. Третий ряд столбики прибавка. И четвертый ряд 2 столбика и прибавка. И можете на этом остановиться. Но если вы хотите чуть-чуть побольше ушка, то провяжите еще один ряд, где у нас 3 столбика и прибавка. Итого у нас рядов 1, 2, 3, 4, 5. Пятый ряд 3 столбика и прибавка. Провязали. И перед тем, как отрезать ниточку, вернее, на этом ушке мы не отрезаем на основной пряже, но перед тем, как нам связывать обе детали вместе, мы провяжем соединительными столбиками 3 столбика. 1, 2, 3. Для чего это делается? Чтобы выровнять немножечко вот этот край, который будет прилегать, вернее, к голове и пришиваться, чтобы не круглой стороной, уже неудобно, да, чтобы она более лежала так вот ровнее. Берем вторую детальку, я ее связала, и находим, на ней точно так же мы вяжем 3 столбика соединительных и прикладываем так, чтобы эти 3 столбика были друг напротив друга, то есть изнаночной стороной вовнутрь. Вот. И связываем оба края, обе детали вместе столбиками без накида. Вот, отсчитали мы, значит, 3 наших соединительных столбика. В следующий столбик я ввожу крючок и с этой стороны также отсчитываю 3 столбика. И в следующий, в четвертый, ввожу крючок и начинаю связывать оба края вместе. Когда вы дойдете до соединительных столбиков, их точно так же провяжите соединительными столбиками. Не полноценный столбик, а соединительными. 3 столбика. Один я провязала, это второй. Их немножечко неудобно подхватывать, но можно постараться. Делаем соединительную петелечку в следующий столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Но на этом пока мы не закончили еще с ушком. Ниточку вытягиваем, берем иголочку. Ну, это можно, конечно, сделать и после того, как мы будем пришивать. Наше ушко нужно будет в таком виде сшить нижнюю часть. Она в таком виде будет пришиваться. Но это можно сделать и после. Делаем аналогично второе ухо. Голова. Значит, в кольцо набираем 7 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Вяжем второй ряд 7 прибавок подряд. 14 столбиков во втором ряду. Третий ряд столбик и прибавка. Повторяем 7 раз. И в ряду у нас будет 21 столбик. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 7 раз. Затем пятый ряд 3 столбика и прибавка. Повторяем 7 раз. И шестой ряд 4 столбика и прибавка. Повторяем 7 раз. И в шестом ряду у нас будет 42 столбика. Седьмой ряд мы вяжем без изменений 42 столбика. Восьмой ряд 5 столбиков и прибавка. Повторяем 7 раз. И в ряду у нас 49 столбиков. Девятый ряд 6 столбиков и прибавка. Повторяем 5 раз.
Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Я вначале не сказала, мы прибавки не смещаем, мы вяжем, как обычно, прибавка за прибавкой, как они идут. В этой вязке нам надо именно, чтобы было так. Никаких смещений. Провязали 5 столбиков. Далее вяжем 2 прибавки подряд. И эти 2 прибавки у нас должны попасть на прибавку в предыдущем ряду. Вот. Над этой прибавкой мы провязываем 2 прибавки. Вот для этого нам и надо, чтобы у нас ряды шли как идут, прибавки, без смещений. И довязываем до конца оставшиеся 7 столбиков. У нас тут необычная такая будет голова, не как обычный круг, а немного другая будет форма. Поэтому обязательно делайте так, как я вам говорю. Значит, в 9 ряду у нас 56 столбиков. 10 ряд. 3 столбика. Прибавка. Дальше мы вяжем 2 полустолбика с накидом. Все петелечки провязываем. 1, 2. Дальше мы сделаем прибавку из полустолбиков с накидом. Дальше комбинация у нас будет из 3 столбиков с накидом и прибавкой. Повторяем 3 раза. Прибавка у нас также из столбиков с накидом. 1, 2, 3 и прибавка. Это первый раз. И повторяем еще 2 раза. 3 столбика и прибавка. 3 столбика с накидом и прибавка. Чтобы себя проверить, правильно вы ли провязали, вот смотрите, значит, вот наши 2 прибавки подряд, вот они должны симметрично, вот заканчивается вот наша комбинация из 3 столбиков с накидом и прибавкой, именно вот посередине, чтобы она нигде ни здесь не заканчивалась. Дальше мы вяжем теперь прибавка из столбиков с накидом и 3 столбика с накидом, то есть мы в зеркальном отражении провязываем то же самое, только в эту сторону, начиная с прибавки. Прибавка, 3 столбика с накидом. Повторяем 3 раза. 1, прибавка, 2, прибавка и 3 столбика с накидом 3-й раз. Далее делаем прибавку из полустолбика с накидом. Затем 2 полустолбика с накидом. Далее обычная прибавка из столбиков без накида. Дальше 11 столбиков без накида. Я там то накида говорю, то накида-то. Вы меня, конечно, извиняйте, но мне, конечно, привычнее говорить накид. Мне часто поправляют, что нужно говорить накид. Вот, дошли до 2 прибавок подряд. Также делаем 2 прибавки подряд. Они у нас попадают на вторую. Первая прибавка на второй столбик в прибавке. Вторая прибавка на первый столбик в прибавке попадет. Именно так должно получиться. 2 прибавки подряд.
И 8 столбиков провязываем до конца ряда. 11 ряд. 6 столбиков без накида. 4, 5, 6. Прибавка из столбиков без накида. Дальше 2 полустолбика с накидом. Прибавка из полустолбика с накидом. Дальше 2 столбика с накидом и прибавка. Повторим 2 раза. 2 столбика с накидом и прибавка. Раз. 2 столбика и прибавка 2. Дальше мы провяжем 16 столбиков с накидом. Дальше прибавка столбика с накидом и 2 столбика с накидом. Повторим 2 раза. Это раз. Прибавка. 2 столбика с накидом. Это 2. Далее делаем прибавку из полустолбика с накидом. 2 полустолбика с накидом. Раз. 2. Прибавка из столбика без накида. Вяжем 15 столбиков без накида. 2 прибавки подряд. Опять же они попадаются у нас. Вот она, первая прибавка предыдущего ряда и вторая. И прибавка у нас первая будет над вторым столбиком в прибавке. И вторая прибавка над первым столбиком в прибавке. Смотрите, главное, чтобы у вас также получилось. 2 прибавки подряд. И 9 столбиков у нас осталось. Довязываем до конца ряда. Вот такое вот начало, необычное будет у нас головы. Чуть-чуть она будет как бы выпуклой. Дальше. Значит, с 12 по 22 ряд, то есть 11 рядов, мы вяжем без изменений 78 столбиков по 22 ряд. И дальше мы будем делать убавки. И параллельно наполнять, как только остается небольшое пространство, начинайте наполнять голову. Делайте набивку так, чтобы она чуть-чуть вот так вот была слегка выпуклая. Вот, ну, я когда набью, покажу, как должна выглядеть. Значит, делаем убавки самостоятельно, начиная с 11 столбиков и убавка повторяем 6 раз. Это будет первая у нас убавка, в ряду будет 72 столбика. Затем следующий ряд, 24 это будет следующий ряд, 10 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, в ряду 66 столбиков. Но я здесь наверху напишу все схему, вот вы можете смотреть. Значит, делаем так убавки до тех пор, пока у нас не останется 6 столбиков, и мы их стянем. Как обычно, и спрячем ниточку. Значит, первая убавка это у нас 23 ряд. 11 столбиков и убавка повторяем 6 раз. И так делаем убавки до конца. Я забыла сказать вам за глазки, но если вы еще вяжете и смотрите, да, то глазки мы вставляем между 7 и 8 рядом. На расстоянии друг от друга глазки у нас будут находиться 13 столбиков. Между глазками, то есть 13 столбиков. Располагаем между 7 и 8 и 13 столбиков между глазками. Если вдруг у вас глазки на клеевой основе, то мы это делаем уже после того, как провязали голову. Вот такая вот голова должна получиться. Делаем акцент, когда набиваем на вот эту часть, где у нас прибавки, по 2 прибавки идут ряды. Форма головы вот такая вот сбоку. Вот тут вот приподнято немножечко вот то место, где у нас прибавки, по 2 прибавки.
Вот. И, в общем, такая форма головы должна у вас получиться. Вяжем верхние лапки. Берем белую пряжу и в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко и вяжем круг. Значит, обычный круг. 6 прибавок подряд, второй ряд. Столбики прибавка. 6 раз повторяем, это третий ряд. Итак, мы делаем прибавки до 6-го ряда, в котором будет 4 столбика и прибавка. И в ряду будет 6 столбиков. Ой, простите, 36 столбиков. Провязали вот такой круг. Теперь с 7 по 12 ряд вяжем без изменений 36 столбиков. Провязали, у нас получается 6 рядов без изменений. Теперь меняем на основной цвет. Последний столбик мы не довязываем до конца ряда, вернее, не довязываем до конца. И вводим основной цвет. Дальше. Первый столбик мы, как обычно, провяжем переходным таким. Переход сделаем плавный. То есть, как я в прошлый раз показывала, если не помните, значит, за заднюю стеночку петли мы делаем соединительный столбик. Затем этот же столбик, эту же петлю мы провязываем за обе стеночки петли. Получается полноценный столбик. Такой вот переход. Это у нас первый столбик. Теперь мы будем вязать 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. Это первый, второй, третий, четвертый столбик и убавка. Повторяем так 6 раз. Ниточку белую отрезаем и 2 хвостика здесь связываем. Это у нас был 13 ряд. В 13 ряду 30 столбиков. 14 ряд. Вяжем 8 столбиков и убавка повторяем 3 раза. В 13 ряду у нас 27 столбиков. Простите, в 14. Теперь с 15 по 35 ряд мы провяжем без изменений 27 столбиков. Что-то я путаюсь уже в цифрах. Значит, с 15 по 39 ряд вяжем без изменений 27 столбиков. Так, провязали, наполнили лапку. Немножко, где-то рядов 4 не дополняйте, оставьте свободным. Довяжите до, вот, ориентируйтесь там, где у нас был переход, чтобы у вас закончился ряд. Если надо, довяжите. Теперь мы складываем обе половинки вместе и провязываем их столбиками без накида. У нас должно получиться 13 столбиков. 13 столбиками мы соединяем оба края. Провязали, делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем, так как мы будем привязывать лапки верхние. Если у вас получается 12 столбиков, то пусть будет 12. Вот у меня получается 13. Вот, вяжем так аналогично обе лапки.